На похоронах в маленькой мексиканской деревне произошло нечто поразительное. Огромная лошадь ворвалась на церемонию и запрыгнула в гроб. Все были потрясены. Но настоящий шок наступил, когда стало ясно, что стоит за этой странной сценой. София, жительница деревни, с детства жила на ферме и обожала лошадей. Она проводила почти все свое время в конюшнях, ухаживая за животными, и со временем стала лучшей в этом деле. Ее особенно выделяла связь с лошадьми, как будто они понимали друг друга без слов. Одним из таких лошадей был Гром, самый большой и красивый конь на ферме. В детстве он был слабым и почти обреченным, но София выходила его с любовью и заботой. Он вырос в мощного и благородного коня и стал ее верным другом. Их связь была глубокой и непостижимой для окружающих. София жила скромно, но привлекала внимание двух мужчин. Ричард, богатый, но высокомерный, безуспешно пытался завоевать ее. Майкл, наоборот, был простым, добрым и знакомым ей с детства. Сначала он стеснялся своих чувств, но всегда был рядом и помогал. Постепенно София полюбила его. Узнав об этом, Ричард впал в ярость. Его одержимость переросла в опасную ревность. Он нанял человека, чтобы тот подсыпал Софии в еду вещество, вызывающее паралич. Через несколько часов после приема пищи Софии стало плохо, и она потеряла сознание. Врачи деревни, не имея нужного оборудования, не обнаружили пульс и объявили ее мертвой. На похороны собрались все, в том числе и Ричард, притворяющийся убитым горем. Майкл был в отчаянии, а Гром взволнованным и беспокойным. Семья Софии закрыла его в конюшне, но лошадь вырвалась и пришла на церемонию. Подойдя к гробу, Гром начал фыркать, нюхать крышку, а затем яростно стучать по ней копытами. Люди были в шоке и не знали, что делать. В какой-то момент он разбил крышку гроба, и все увидели, что София жива. Она дышала, хотя была очень слаба. Это было настоящее чудо. Майкл был вне себя от радости, а Ричард охвачен яростью. Внезапно мужчина, подсыпавший вещество в еду, не выдержал и признался в содеянном. Он прямо на похоронах сказал: «Боже, прости меня, это был я». Присутствующие сразу поняли, кто за этим стоял, и Ричард был арестован вместе с сообщником. Врач позже объяснил, что доза вещества была слишком мала, чтобы убить это, и спасло Софию. Но без вмешательства Грома ее бы похоронили заживо. София поблагодарила своего верного коня за спасенную жизнь. Их любовь, возникшая с детства, оказалась сильнее смерти. Люди, присутствующие на тех похоронах, еще долго рассказывали о невероятной связи между женщиной и ее лошадью. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!